Знаменитая тропа Голицына в Крыму – туристический маршрут, ставший достопримечательностью с мировой известностью. Прогулка по ней позволит увидеть потрясающие пейзажи крымской природы и рукотворные чудеса, созданные человеком. Более 100 лет назад был проложен этот удивительный маршрут, получивший название «Тропа Голицына» в честь ее основателя, князя и основоположника русского виноделия в Крыму. Сам поселок Новый Свет, который является также детищем Льва Сергеевича, представляет архитектурную ценность, и туристы со всего мира ежегодно посещают его. Славноизвестная тропа была создана для пеших прогулок, демонстрирующих владение князя. Это удивительное место уже давно обросло сказками и захватывающими небылицами. Тщательность, вызывающая восхищение посетителей – грот Голицына. Именно здесь находились богатые винные погреба князя. Даже сейчас можно увидеть арки-ниши, в которых когда-то лежали бутылки известных виноградных вин. Удивительный грот создала сама природа. Морские волны, ударяясь о скалы, сформировали эту необычную полость. Археологические сведения повествуют о том, что давным-давно здесь жили православные монахи. Грот еще называют Шаляпинским, что удивляет посетителей. Но у этого названия есть своя история. Дело в том, что Федор Шаляпин выступал здесь. Если внимательно всмотреться в самую глубь скальной пещеры, несложно разглядеть импровизированную сцену из камня. Местные жители любят рассказывать историю, что во время одного из выступлений от чудесного высокого баса Шаляпина разбился винный бокал. Сложно с уверенностью сказать, правда это или вымысел. Бывал ли здесь вообще Федор Иванович? Шаляпинские гроты сегодня привлекают в музыкальном плане. Дело в том, что грот имеет превосходную акустику, что является отличным местом для проведения различных концертов. Но вернемся на тропу. История тропы Голицына уходит в 1912 год. Именно в этом году князь Лев Сергеевич принял решение возвести живописный маршрут к приезду императора. Голицын отдал приказ, и в скальной породе начали прокладывать тропу, открывающую захватывающий вид на море с высоты птичьего полета. Князю удалось угодить Николаю II. Император был поражен прогулкой, после которой был приглашен к столу. Угощал Лев Сергеевич Голицын очень щедро, винами и шампанским со своих погребов. Гостю настолько понравился прием и угощение, что он сказал фразу, которая и дала название этому чудесному крымскому поселку. «Теперь я вижу жизнь в новом свете». Посещение этой части Крыма было запланировано царской особой не просто так. Дело в том, что князь имел серьезные финансовые трудности в этот период. Дорогой гость должен был помочь разрешить их. Ради этого была и прорублена тропа, ставшая впоследствии одним из наиболее посещаемых мест полуострова. К сожалению, Лев Сергеевич уже имел проблемы и со здоровьем в последние годы своей жизни. Желая сохранить свое прекрасное имение, богатые виноградники и винный завод, он принимает решение подарить часть своих владений императору. Так Николай II становится еще одним хозяином Нового Света. Свое начало маршрут экскурсии берет буквально с поселка, с северного склона горы Каба-Кая. Изящно огибая мыс, тропа поднимается по горе с красивым названием «Орел». Протяженность всего маршрута от начала до конца более 5 километров. Весь этот путь можно преодолеть за пару часов. Замечательное путешествие по тропе откроют взору путешественников незабываемые виды Восточного Крыма, которые видны с разных ракурсов: красавицы горы Сокол и Каба-Кая, живописная гора Караул-Аба с обнаженной вершиной, эффектная скала с не менее эффектным названием Пик Космос. На пути туристов повстречаются 3 бухты – голубая, синяя, зеленая. К Веселовской бухте тропинка проведет через мыс Капчик. Этот мыс – настоящее произведение искусства, созданное окаменелыми рифами в паре со сквозным гротом. Здесь, у берегов Синей бухты, когда-то давно прятали свои корабли-разбойники. Второе название бухты – Разбойничья. Мыс окаймляет бухту с западной стороны. Если рассмотреть его с высоты, то форма его напоминает большую ящерицу, окаменевшую на морской поверхности. Куда же еще приведет туриста Голицынская тропа? Настоящая жемчужина Голубой бухты – Царский пляж. Любимое место купания императора. Пляж прекрасен. Прозрачная, как хрусталь, вода и побережье, устеленное мелкой галькой.
В этом месте глубина моря очень мелкая и приятное песчаное дно. Пляж удивительно красив и в вечернее время, когда солнце медленно опускается за горы. В этот момент можно увидеть, как небо окрашивается в разные оттенки, отражаясь в прозрачной воде. Не обойдем вниманием и сквозной грот. Это естественная пещера длиной 77 метров, заложенная по тектоническому разлому, высота пролета 17 метров. Пещера насквозь пронизывает мыс Капчик, своим подземным коридором соединяет две противоположные бухты Новосветского побережья, голубую и синюю. Вход в нее возможен только с пешеходной тропы, спускающейся с хребта мыса Капчик на его западный скалистый берег. От входа в пещеру тропа идет далее к пляжу Голубой бухты. В гроте постоянно обитает колония летучих мышей. Сквозной грот, как многие другие достопримечательные объекты Нового Света, открыл Голицын. Достоверных сведений о том, как это произошло, нет, но предполагают, что он наткнулся на него случайно, когда во время очередной прогулки по морю вдоль восточного склона мыса Капчик обратил внимание на огромные карстовые полости на скальной поверхности. Подобравшись поближе и вскрыв их, Голицын очутился в сказочной пещере, в которую через узкую щель на противоположной стороне пробивался лучик света и поток воздуха. Идея, подсказанная природой, в умелых руках получила свое воплощение в виде оборудованного сквозного прохода, по которому можно было попасть из Голубой бухты в Синюю. Входному проему придали арочную форму, выложили камнем и навесили старинную дверь, обитую кованым железом, которая обозначила вход в сквозной грот. С противоположной стороны пещера заканчивается двумя галереями, в которых были оборудованы каменные лестницы для удобства спуска к водной глади Синей бухты. В этой части пещеры выходы из галереи углубили, соорудив две каменные лестницы, открывшие свободный доступ к воде. И сейчас здесь сохранились остатки каменной арочной кладки для дверей, над которыми в арках были вставлены цветные витражи. Они создавали сказочный цветовой эффект. Грот образовался под воздействием тектонического разлома, приведшего в движение известняковые породы горы. И именно эта особенность выделяет грот среди других пещер Крыма, которые имеют совершенно иной путь формирования под воздействием подземных вод. В дни юбилея Льва Сергеевича Голицына в сентябре 1903 года пещера служила импровизированным банкетным залом. После он длительное время был объектом для многочисленных экскурсий. В настоящее же время, после нескольких несчастных случаев, связанных с вероятностью камнепадов и обитающими здесь колониями летучих мышей, сквозной грот признан опасным для посещения и закрыт. Сейчас на месте входа располагается решетчатая дверь. Через нее грот хорошо просматривается насквозь, поэтому все желающие могут приблизиться к двери и заглянуть вовнутрь. Как уже упоминалось, 18 апреля 1912 года прибыл к Голицыну из Ливадии император Николай II с семьей и свитой. Эта поездка была связана с предстоящей передачей князем Николаю II части имения Новый Свет в связи с невозможностью поддерживать его в надлежащем состоянии. 15 июля 1912 года был подписан высочайший указ на принятие императором Николаем II в дар от Льва Сергеевича Голицына части имения Новый Свет. В результате вся прибрежная полоса с тропой и гротами перешла в ведение Главного управления уделов, которое проводило работы по благоустройству царской территории. К концу сентября было устроено 7 верст новых дорожек и тропинок. На крутых подъемах сооружены лестницы из камня. По указанию Голицына проведено ограждение перилами лестниц в опасных местах. Но этому приезду предшествовала одна история. Однажды ночью старый слуга князя Голицына вошел к нему в комнату со свечой в руках. «Вас просит какой-то монах. Я сказал, что не стану будить вас». А он ответил, что так можно проспать свою жизнь, и что вы обязательно должны поговорить с ним. Прикажете прогнать его? Лев Сергеевич, работавший за столом, приподнял голову и внимательно посмотрел на слугу. «Пригласи его сюда». «Нет, он не пойдет». «Я хотел проводить сразу, но он сказал, что это вы должны спуститься к нему». Лев Сергеевич побледнел от ярости. Он вообще был очень вспыльчивым человеком. И все-таки, подумав, вышел за старым слугой. Нетерпеливой поступью он приблизился к монаху, стоявшему поодаль, и спросил: «Кто ты такой, что заставляешь меня идти к тебе на поклон?»
Не ответив, монах поправил свой капюшон и взглянул на Голицына из-под своих кустистых бровей. Ошеломленный князь узнал Григория Распутина, стоявшего перед ним. Лев Сергеевич был смелым человеком, но тут испуганно отшатнулся. «Вы? Но как вы здесь? Почему?» «И у стен есть уши», — глубокомысленно изрек Распутин и пошел к выходу, поманив за собой Голицына. Ничего не понимая, Лев Сергеевич шел за знаменитым старцем. А тот так уверенно шагал в темноте, будто всю жизнь прожил здесь. Рядом шумело море. «Твой новый свет может стать известен всему миру», — проговорил Распутин, поворачиваясь к Голицыну, «если однажды здесь будет убит император». «Я не хочу такой славы», — горячо возразил Лев Сергеевич. «И, если честно, я не понимаю. Мне было видение, что по дороге в новый свет император погибнет. Ты обязан найти другую дорогу для моего Николая. Надеюсь, ты понимаешь, что никто не должен знать о моем приезде к тебе. Для всех я останусь черным монахом. Иначе неминуемая беда обрушится не только на наши головы. Через год сюда приедет Николай, и ты проведешь его той тропой, которую я укажу тебе на рассвете. Жди меня, я сам приду за тобой. Жди меня здесь же». Сказав это, Распутин ушел, словно растворившись во тьме. На рассвете князь вернулся на это же место и снова пошел следом за знаменитым старцем. А тот говорил ему отрывисто, но тихо. Так тихо, что князю приходилось постоянно прислушиваться. «Через год по этой тропе будет идти Николай, а место его гибели я вижу вон там». Распутин указал рукой куда-то в сторону. Но теперь император не погибнет. Они вместе шли тропой, которая витиевато вела их к гроту. Когда-то очень давно здесь проходили неверные, гяуры, добираясь до своего монастыря. Теперь она была заброшена. Князь шел, боясь оступиться и соваться вниз, но все-таки преодолел путь. «Вот так пройдешь и с Николаем. Меня рядом уже не будет. Ты должен будешь отвечать за его жизнь сам». Вдруг Распутин, остановившись в одном из гротов, вытянул руку вперед и страшно закричал: «Смотри, лики! Кругом лики!» Но князь ничего не видел, кроме серых неровных стен пещеры. Григорий повернулся к нему. «Эх, и поет. Кто-то поет о нашей жизни, твоей и моей. Год. Между нашими смертями всего лишь год». Вскоре Распутин, не простившись, ушел, а Голицын долго еще осматривал тропу и пещеры. За год, благодаря усилиям князя, в скале была вырублена тропа, а пещеры превратились в хранилище для вина. Николай II остался доволен экскурсией, которую в 1912 году провел для него князь Голицын, неотступно ходивший с императором и его семьей. Беды не произошло. Тропа Голицына спасла императора от предсказания. Как-то бутылка шампанского в руках Льва Сергеевича выстрелила и обдала стены пенящимся напитком. И вот вокруг всех присутствующих в гроте стали проявляться фрески, и молчаливые лики смотрели на замерших от ужаса людей. Но потом, исчезнув, они больше никогда не появлялись вновь. Зато спустя время грот наполняли звуки музыки, и это был голос великого Шаляпина. Правда, князь Лев Сергеевич Голицын его не услышал. Он умер за год до смерти Распутина, оставив после себя край легенд и прекрасных вин.